Я приветствую вас, мои дорогие нефалемы. Сегодня я спешу с вами поделиться очень интересными новостями про Diablo Immortal и тем, что показали в китайской версии игры. Ну и немного затронем последний бета-тест с Некромантом и всех интересующий вопрос, когда же уже релиз самой игры. Так что let's go, погнали! Как вы знаете, с последнего закрытого бета-тестирования нам представили нового перса, Некроманта, а также кучу добавлений и изменений в игру. Но я хочу сразу вас предупредить, что в этом видео мы не будем все разбирать, так как многие уже сделали это до нас, ну а также на нашем канале мы уже неоднократно разбирали обзоры последних альфа-тестов. Единственное, что бы мне хотелось, это пройтись по Некроманту и по сетовым шмоткам, а также поделиться с вами инсайдерской информацией, которая может вас удивить. В последнем бета-тестировании Diablo Immortal добавили и переработали много контента. В общих рамках тестирования игрокам стали доступны класс Некромант, испытание бессмертного, в котором 30 игроков сразятся с одним в схватке цикла раздора, рейтинговые таблицы в PvP режиме, предметы из комплектов, которые будут давать бонусы в зависимости от количества используемых вещей, PvE рейды для 8 игроков в адском реликварии, обновленная система поручений, подземелий и древних порталов с увеличенным количеством наград и поддержка контроллеров. Но как я говорил ранее, из этого списка я бы хотел заострить свое внимание на Некроманте и комплектных предметах. Некромант, повелевающий войсками мертвецов и силами проклятия и чумы. Один из 6 классов, которые будут доступны на этапе всемирного запуска Diablo Immortal. Главным ресурсом для него является мана, которая требуется для призыва мертвых и использования темной магии. Для героя можно выбрать 3 модели, но на этом, к сожалению, кастомизация заканчивается. Особенность Некроманта в том, что его приспешники появляются сами, нам даже не надо что-то кастовать. На первых порах это 2 скелета, бегающих за нами и автоматически атакующих цели. Еще Некромант может бросать во врагов костяное копье, только для этого потребуются тела умерших рядом. Ну или можно взрывать трупы. Последняя обилка — призыв шипов, вылезающих из земли. Единственное, что на первых уровнях непонятно, почему скелеты не перенимают на себя врагов. Вероятно, у них сильно слабый урон. Из-за этого приходится постоянно двигаться и брать щит для стойкости. Выходит, что Некромант — это PvE персонаж с упором на соло прохождение контента. В PvP, особенно не массовом, он вряд ли себя проявит с хорошей стороны. Так, ну с Некромантом в принципе плюс-минус все понятно, особенно для тех, кто играет в Diablo 3. Давайте же теперь посмотрим, что там по сетовым шмоткам. Вдобавок ко всем прочим изменениям была введена новая система снаряжения для поздних стадий игры. В закрытом бета-тестировании предметы из комплектов станут доступны для использования во второстепенных ячейках снаряжения. Игрок получит дополнительный бонус после того, как наденет достаточное количество предметов из одного комплекта. Поясняю некоторые особенности новой системы. Каждый комплект снаряжения состоит из 6 предметов для слотов: руки, ступни, 2 кольца, шея и пояс. У каждого комплекта есть 2 уникальных бонуса. Один за одновременное ношение 3 предметов и еще один за ношение 6. В итоге игроки смогут одновременно использовать один полный комплект для получения 2 бонусов комплекта или использовать по 3 предмета из 2 разных комплектов. В общем, такая же система, как из ПК-версии игр. Ну что, мои нефалемы, сейчас я вам расскажу и покажу то, что является инсайдерской информацией, но стопроцентной. В Diablo Immortal, похоже, появится класс, ранее не бывавший в серии. Портал WoWhead обнаружил в китайском клиенте мобильной Diablo Immortal 12 описаний способностей, которые принадлежат неизвестному классу. Предполагается, что это Кровавый Рыцарь, уникальный класс, который никогда раньше не появлялся в играх серии. Упоминание о нем обнаружили еще во время альфа-тестирования. В списке умений присутствуют как способности для нанесения прямого физического урона, так и заклинания, связанные с кровью, летучими мышами, туманом и не только. Ранее WoWhead также обнаружил неполную модель мужского персонажа и оружия, имеющие отношение к новому классу. Информацию можно считать достоверной, поскольку о Кровавом Рыцаре говорили еще во время альфа-тестов. Вероятно, авторы Diablo Immortal до сих пор не показали класс из-за его сырости. Как только он будет готов, разработчики официально его представят. Также напоминаю, что выход мобильной игры должен состояться в первой половине 2022 года. А пока наслаждаемся тем, что имеем, и набираемся терпения.